In about 1 second, you will hear a man say shut up. Shut up! Это я. Но это место, где я живу. В прошлой серии я сказал, что я слишком нищий, чтобы делать масштабные проекты. И да, ничего не поменялось. Хоть у нас с вами неторопливое вайбовое прохождение, но жить в такой дыре непозволительно. Именно поэтому в этом эпизоде мы с вами будем наводить порядок. Я избавлюсь от завалов грязи, опасных обрывов, верну дома бездомным жителям, Я его, блядь, ненавижу. разработаю целый проект деревни и подготовлю его к Новому году. Мне нужно будет много ели и листвы, поэтому доламываем ножницы и бежим крафтить новые. Я валил деревья до захода солнца, и чтобы никакая тварь мне не помешала, я параллельно расставлял факела по территории. Вы это слышите? Что это за звук? Кто-то плачет? Он сломал нашу деревню. Он взял в рабство всех моих друзей. Бля, мужик, я не знал, я просто видео снимаю. Шурика. Светка. Наташка. Где же вы? Может, я что-то могу сделать для тебя? Ты уже ничего не сможешь сделать. Знаешь, кажется, я люблю тебя. Дурак! Мужики, она согласилась. Она выйдет за меня. Не догонишь, не догонишь. Девчонки, смотрите, какое мне мой колечко подарил. Вау! Любимый, я беременна. У нас будет сын. Сейчас папа придет домой, и мы будем играть в Roblox. Ура, ура, Roblox, ура, Roblox, ура. Ладно. Давайте не будем ему мешать. У нас и так своих дел полно. Вернемся к лесу и нашей территории. И пока я рублю и копаю, расскажу вам об одной идее. Как я упоминал ранее, у меня упор видео на вайб и настроение, поэтому я принял решение добавить в Майнкрафт сезоны. А это значит, что лето кончилось и пора переходить к осени. За кадром я построил себе дерево и сделал из нее схематику. Стоять оно будет прямо на выходе из моего дома. Референсами я не пользовался, поэтому могло получиться не очень. А еще от дома у меня будет проложена каменная дорожка. Побежали добывать виды камня. Как я скучал по этому обрыву. Вы уже можете догадаться, что сейчас будет. Я, кстати, забыл вставить, как в прошлом эпизоде чуть не сдох от этих сталагмитов. Давайте их сразу и уберем. Ну а теперь копательствуем. Мне нужен диорит и андезит. Ну а чтобы строительство не было таким скучным, дамы и господа, началась осень. Ну как вам? Мне нравится. Тут у меня дорожка ведет из главного входа в мой торговый холл с жителями, а напротив костер, где будут у меня сидеть всякие важные личности. Давайте проложим дорогу вперед и заодно придумаем, где расположим будущие норы жителей. Смотрите, тут есть такое интересное место, можно будет проложить мост, но в стене будет дом. Сделаем тут двойную дорогу, которая ведет наверх, в другую часть деревни. Выкапываем все это дело, прокладываем временный мостик из говна и палок и продолжаем терраформировать территорию. После этого размещаем будущие входы в дома. С другой же стороны, холм выглядит слишком ровным и искусственным, поэтому придаем ему естественную хаотичную форму, не забывая про дорогу, которая ведет вверх. Там, кстати, заспавнилась черная кошка, которую я захотел приручить. Дома забираем рыбу, и, конечно же, этого не хватает. Я рванул к реке в надежде, что кошка не задоспавнится. Знатно нарубил лососей и, вернувшись, понял, что не могу скормить ей рыбу. Немного потупив, я посмотрел в инвентарь и понял, что эта рыба пожарилась под водой. У меня же меч на заговор огня. Как назло, заспавнилась еще одна классная белая кошка. Ну что поделать, добываем лососей снова, но на этот раз топором. Я не знаю, куда подевалась белая кошка, но зато у меня получилось приручить черную. Будучи расстроенным, я захотел выместить всю свою злость на свинье, но что-то меня переубедило. Эти глаза, они хотели мне что-то сказать или показать. Этот пейзаж. Листва во всем мире пожелтела, словно намекая на то, что время движется вперед. И хочешь ты этого или нет, тебе придется двигаться дальше. В такие моменты иногда просто хочется закричать. Ступеньки съели стельки, ступеньки съели стельки, ступеньки съели стельки, ступеньки съели стельки, ступеньки съели стельки. Ладно, уже и дождь пошел, надо продолжать. О, белая кошка нашлась. Приручаем, и можно вместе лечь спать. Спокойной ночи. На следующее утро я доровнял холмик и обозначил еще один вход в дом. Выкопал подъем, куда будет проложена дорога. Потом можно будет построить тут какие-нибудь вышки, ну или продолжить деревню.
А на гору напротив я проложу огромный и массивный мост. У меня уже есть планы на то, что там будет. Блин, ну вот только посмотреть на эту красоту. Офигеть. После моих любований я побежал домой чинить инструменты и заодно привел новых кошек. Пусть знакомятся друг с другом. Пока я чинюсь, давайте я вам покажу в принципе, как выглядит мой торговый холл. А то я забыл вам его показать в прошлом эпизоде. В принципе, тут нет какого-то экстремально красивого интерьера, а просто зашуганные дебилы, которые стоят на своих местах и грузят мне FPS. У меня тут есть бронники, мясники, картографы, фермеры, рыбаки, лучники, кожевники, библиотекари, пастухи, инструментальщики, оружейники и каменщики. Я каменщик, работаю 3 дня. В общем, у меня есть все, кроме священников, потому что я еще не был в аду и не нашел крепость, но это до поры до времени. Вот сундуки, куда вагонетка скидывает морковку и картошку с моих ферм. И да, я знаю, что это полнейший колхоз. Так, ну что там, я, наверное, уже починился, да? Блять. А где мой персонаж? Так, ребят, ну что за дела? Не отвлекаемся. Пока вот там мой дом смотрели, я уже начал спуск выкапывать. Короче, тут у меня будет несколько домов внутри этого холма. Я вырублю вон тот лес и проложу рядом дорогу для удобного входа. Ну и пока я валил деревья, я нашел в лесу волка. Ну и конечно же, я захотел его приручить. Бежим домой за костями, возвращаемся. Песик теперь с нами. Надо будет подумать, как его назвать. Сейчас этот холм выглядит каким-то обгрызанным, и чтобы это исправить, я принял решение его нарастить. Но перед этим отправляемся в ад, чтобы починить инструменты. Кстати, забавный факт, который вы, наверное, не замечали. Пиглины — это на самом деле анимешные девочки в шапочках свиней. Вот вам наглядный пример. И как это можно было не замечать? Естественно, по аду мне никто так просто гулять не дал, и на меня согрелся Гаст. Лука у меня нет, поэтому приходится сыграть с ним в партию так называемый доджбол. Кто понял, тот понял. Сначала я выкапывал кварц и золото, но до меня быстро дошло, что дело так не пойдет. Я взобрался на каменный столб и начал безопасно фармить пиглинов. Ну, по крайней мере, я так думал. Аннигиляторная пушка! А теперь представьте, каково было мне, когда тебя со спины что-то взрывает, и ты падаешь прямо на орду разъяренных анимешек. Ого, от одной мысли на мурашки пробивает. Лучшим вариантом было просто делать ноги. Собственно, я так и поступил. Носился до тех пор, пока Гаст не успокоился и не дал мне добить пиглинов. Вернувшись домой, я начал думать о том, как мне красиво обыграть этот горный склон. Сейчас он лежит слишком хаотично. В таком виде и дом снизу не построишь, и балкон сверху не сделаешь. Поэтому застраиваем все это дело с землей, размечая будущий силуэт горы. Такой вот у нас промежуточный итог. Следующим этапом постройки деревни будет ее южная часть. Тут мне надо будет решить сразу несколько проблем. Первое — это выровнять территорию и сделать спуск, не задев мой торговый холл. Ну а второе — визуально обыграть ущелье, которое разрезает местность пополам. А еще до меня дошло, что меч, который я сделал, полнейшее дерьмо. Ну какая нахуй острота в одиночной игре? Бля, у меня что, нет жителя с книгой на небесную кору? Да, конечно, мне еще и уровней не хватает. Ура! Наконец-то, и 100 лет не прошло. После всей этой суеты даже приятно вернуться к спокойным выкапываниям. Такой вот у нас получается спуск. Здесь поставлю ограждение какое-нибудь, чтобы было безопаснее бегать. На противоположную сторону прокину мостик. Сейчас это просто грязевая полоса с выходом в никуда. Исправляем это недоразумение, выкапывая путь. И так как у меня шило в жопе, я побежал домой, скрафтил ножницы, скинул лишние вещи и дал дёру в сторону тропического леса. Знаете, я так подумал и захотел украсить все лианами, которых у меня нет. К счастью, долго бежать не пришлось. Вооружившись ножницами, я заживо сдирал лианы прямо с деревьев. Ну а когда я возвращался домой, я увидел пчелок и вспомнил, что мне нужны их улья, ведь в будущем они мне пригодятся для фермы воска и меда, а там и до свечек недалеко. Я шарахался по этому лесу, но кроме пчелиных жоп ничего не нашел. Хуй знает, где у них тут улей спрятан. Поэтому пока что забью на него и нырну в море. Там добываем ламинарий и плывем на другой берег, где меня встречает, как ни странно, семейство черепах. Я по своему незнанию начал запихивать им в рот свежескопанную ламинарию, но, как оказалось, они едят, видите ли, морскую траву. Снова ныряем на дно и кормим их деликатесом. Я, конечно, подозревал, что морская трава вкусная, но чтоб настолько. А вообще, все нормально с этой черепахой? Может, у нее какой-то припадок начался? Другие, смотрите, нормально яйца снесли, а это... Ладно, давайте пока песок выкопаем. Может, ей через время получше станет. Блять, ей не становится лучше. Что я наделал? Вернувшись домой с черепашьими яйцами, я начал рассортировать инвентарь. Поставил песок на переплавку, выкинул все ненужное и лег спать. На следующее утро я решил проверить ферму железа. И, к моему удивлению, там сидела лиса, которая подозрительно себя вела. Да, на ферме железа дела обстоят не лучше. Она-то работает, да, но все засраны цветами, которые мне нафиг не сдались. Надо что-то с этим будет сделать. Ну а пока просто ручками все выкидываем. Да. А как иначе? Никак. Также надо исправить вот это вот недоразумение в виде откусанной горы.
На освободившейся территории как раз можно построить ферму пчел. Все бы ничего, но я забыл про мод, который делает пчел маленькими. Поэтому, когда я строил ферму, эти твари без причины набросились на меня. Автором же фермы является Майнленд. Ферма работает на раздатчиках, на которые подается сигнал, и те ножницами добивают соты, а воронки снизу его собирают. Вот он мой загон для пчеломаток. Я еще загрузил чанк-лоудер, чтобы ферма постоянно фармила мне воск на фоне. После очередных выкапываний и починок инструментов я понял, что у меня заканчивается андезит для моей дорожки. Мне, как обычно, захотелось устроить бессмысленный паркур над пропастью. Я выбрал место, куда собираюсь прыгнуть, и выглядит это вполне осуществимо. Все-таки у меня за спиной годы паркура. Но произошло непредвиденное, и я чуть не сыграл в ящик, потому что внизу меня ждали сталагмиты. И если бы я упал на них с такой высоты, то наверняка бы погиб. Но мне повезло, и я успел скорректировать полет на ближайший выступ. Помимо этого, мне еще повезло не приземлиться на другой сталагмит. Так что это можно назвать двойной удачей. Ну и выкопав ебейший кратер, я поднялся домой и легся спать. И на следующее утро достроил дорогу, которую будут топтать мои носатые братья. А чтобы этим ублюдкам жизнь меду не казалась, я разбросаю по дороге камней. Следующим делом у нас добыча мха. Все-таки деревня хоббитов, а значит много растительности. И мох как никто тут, кстати. Но есть один нюанс. Я эти пещеры в жизни не видел. И без понятия, где и как они находятся. И я хуй знает, как мы будем их с вами искать. Во время моих приключений под землей я нашел алмазы, убил парочку светящихся спрутов, выкопал залежи аметиста под корень. Но тут я вообще с ума сошел и зачем-то призвал Кувардена выкапываю. И спустя полчасика я докопался до заросших пещер. Меня сразу же радушно встретили аксолотли. Если мне не изменяет память, то это в принципе второй раз, когда я их встретил на хардкоре. Блин, ну только вы смотрите на них. Какие они милашки. Ну как им можно сделать какое-то зло? Хотя я знаю людей, которые снимают видео по типу И я заключил каждого ебучего аксолотля в своем хардкор-мире в Майнкрафте. Да? Это я к вам обращаюсь, люди, которые челленджи снимают. Добываем все необходимое, мох, растения, быстро копаем железо, плавим, делаем ведра и забираем аксолотлей. На этом наша вылазка окончена. Предлагаю возвращаться домой. Выкапываемся мы где? Правильно, в реликтовый еловый. Что нахуй? Чё-то я далеко забрел. Ну ладно, поплыли. Чё уж поделать теперь. Первый раз вообще вижу такой биом интересный, блин. Надо, наверное, почаще путешествовать. Блядь. Еще утопленник здесь до кучи. На нахуй. И он даже не дропнул трезубец. Выбравшись на лед, я не захотел бежать на ноге и скрафтил себе лодку. Так гораздо лучше. Удивительный вид на могучий лес быстро сменяется березовой рощей, а затем морем. И вот, наконец, мое долгое плавание подошло к концу. Вернувшись домой, я раскидывал добытые ресурсы по сундукам. Теперь же мне понадобилась слизь, и я отправился искать болото. Мне давно приглянулись вон те ледники, и я побежал в их сторону. Поначалу было интересно исследовать новую местность, но потом на меня спустилась пурга, и добрый вайб сменился на тихий ужас. Потому что неподалеку располагался аванпост разбойников. Вы только посмотрите, у них даже малютки Лея в рабстве. Ребят, как бы я не хотел, я не смогу вас забрать. Вы же мне мешаться будете. Ладно. Спустя сутки скитаний, во время которых мне медведица чуть ли не обглодала жопу и чуть не отпиздили монстры, ну и неудачные попытки приручить волка, я наконец добрался до болота с его обитателями. Покажи мне в детстве этих чудиков, я бы никогда не поверил, что это будет в игре, а не каким-то модом. Честно, для меня эти лягушки какие-то нереальные. Что-то из разряда оседлать свинью. Когда морковки вышли, я примерно так же себя ощущал, как сейчас. Я немного повтыкал, подумал о жизни, о том, какой я старый пердун, и начал искать слаймчанки. К моменту, как солнце село за горизонт, у меня уже была готова территория для спавна слизней. Еще для драматичности пошел дождь, и я начал фармить. Фармлинги! Почему один? На следующее утро количество слизи перевалило аж за полстака. И раз я так далеко от дома, то хорошая идея будет свести лягушек между собой. Я скормил им слизь, сделал искусственный водоем, и результат не заставил себя долго ждать. Я на всякий случай отгородил будущих головастиков землей, чтобы они никуда не съебались. Потом повторил этот цикл еще раз и собрал малюток. Но на этом я не остановлюсь. Я прибежал домой, снова почистил инвентарь и побежал за материалами. На этот раз мне нужна меса и ее терракота. Сам того не осознавая, я вернулся на место своего спавна. Даже поначалу не понял, что это оно. Но когда я перешел на другую сторону горы, все сразу стало на свои места. Вот там я гонялся за кроликом. А на месте, на котором сейчас стою, стояла лошадь. Для вас это было недавно, а для меня почти год прошел. Но так вот вышло, что я первый видос не хотел выпускать. Никогда бы не подумал, что такие видео могут быть вам интересны. А вон мое первое дерево, кстати. Но дальше мой путь лежал через поляну. Но не простую, а монетную. Я так с друзьями называл поле подсолнухов. Просто потому, что текстура цветка похожа на монетку.
Монеты, все монеты, монетные дворы, блядь. Какой мир, охуеть. Рожер В. Портал в России. Я 100 лет назад тут жил, блядь. В кратере просто поселился. Память монетам. То самое место, где все началось. Ты в рай портал даже? Да, в рай. Даже 19-й год. Ой, Джонни, Джонни, こっちだ。そういうことなら、そういうことでいいんだ。じゃあな、元気でな。ジャイロ、すまない。本当に、さようなら、ジャイロ。俺が運命なら、あるがまま受け入れよう。強く成長するんだ。俺も、お前もな。これから起こる事柄に、僕は後悔はない。お前はバカ丸出しだ。真実に向かおうとする意志だ。お前は運命に負けたんだ。ネットに弾かれたテニスボールはどっち側に落ちるのか誰にもわからない。家に帰ろう。Бесплодные земли. Вот я и пришел. Я расчехлил свою двустороннюю мотыгу и отыгрался на этой горе. Забив свой инвентарь блоками, я пошел обратно, не забыв остановиться у того самого дерева, с которого все началось. У вас, наверное, встанет вопрос. Но ты же вырубил это дерево в первом эпизоде. Почему оно снова стоит на месте нетронутое? А это все из-за ебучего датапака, который менял погоду. Да-да, тот самый. Когда я его удалил, он сменил все биомы, в которых я был, на равнины. Поэтому я просто с помощью софта обнулил все чанки, за исключением своего дома. Вы уж простите меня мои эксперименты. Вернувшись домой, наконец все приготовления были окончены, и я приступил строить ферму мха. Автор фермы — Basic Redstone. В этой ферме нет ничего сложного. Посередине стоит блок мха, на который постоянно поступает костная пыль, из-за чего камень, который генерирует источники сверху, превращается в мох. И это все смывает вода воронки. После этого я начал расширять свою ферму воска. Как вдруг ко мне сзади подкралась ебучая зеленая сопля. Да, даже поесть спокойно не дадут. Через пару дней я закончил с новыми фермами, и следующей пятилеткой у нас будет сортировка и автокрафт для фермы железа. Боже, дай мне сил с этим ебучим редстоуном, как же я его ненавижу. Чтобы вы понимали, я не смог найти ничего адекватного на ютубе, чтобы оно все удобно сортировало, крафтило и было не сломанным на моей версии. Поэтому мне пришлось тут мучиться самому. А чтобы больше мне жопу поджечь, у меня с какого-то хера начался зомби-апокалипсис. Это вообще что такое, блять? Откуда столько зомби, я не пойму. И ладно бы это было один раз, но у меня на следующий день эта армия снова нахуй заспавнилась. Переспав эту ночь в ужасе, на следующее утро я вроде бы кое-как все автоматизировал. И позже отправился в ад за синим деревом и его светильниками. Это дало мне понять, что у меня нет нормальной мотыги, да и в принципе инструменты быстро ломаются. Но моя нынешняя организация починки выглядит позорно и неудобно. Сначала я скрафтил мотыгу и назвал ее... Ого, сорян. Она вам немного видосик стерла. Ну да ладно. В общем, вот так выглядит мой новый морково-картофельный приемник. Как я уже рассказывал, сверху подъезжает вагонетка с едой и выгружает все в воронку. Но это теперь не тупо сгруз, а поочередный выгруз. Чувствуете разницу? А она есть. Иди нахуй. После того, как все более-менее автоматизировано и цивильно, я с уверенностью вернулся обустраивать входы в дома. Первой жертвой в деревне у меня станет главный дом в холме, который будет местной таверной. Делаем основную форму, бацаем пристройки в виде окон, и первый вход из 17 готов. Сразу отправляемся ко второму. Второй вход тоже готов. Ну и после него логично идет спуск на южную сторону склона. Здесь оформляются два входа в домики и соединяющая их дорога. А на утро 480-го дня меня встретила вот такая вот картина. Что-то она мне напоминает. Но что? Наверное, показалось. Я вернулся к строительству своего моста. Конечно, пришлось изъебываться и ползать под мостом на карачках, но оно того стоило. 4 дня и мост готов. Уже можно увидеть четкую структуру деревни. Главная улица и несколько ответвлений от нее. И сейчас главное это не заруинить, а подчеркнуть. Как? Очень просто. Я снова навалю кучу дерьма посреди улицы. И как только я закончил, вспомнил о том, что было бы неплохо сделать доску для заданий на эпизод. Да, в середине видоса. Но вот такой вот я еблан. На оставшийся эпизод нам надо сделать следующее. Накопать льда, построить каток, построить елку, достроить деревню, сделать интерьер в домах и огромный мост на ту самую гору. И пока вот тут ни черта не делали, стояли и читали, я уже начал обустраивать вход. Он у меня будет, я бы сказал, пикантным и своеобразным. Все-таки лица, проживающие в данном помещении, располагаются прямо напротив таверны, а значит они по умолчанию с ебанцой. Шуруем в ад, копаем деревянные деревья, немного чинимся, делаем своеобразную фармилку опыта на пиглинах, снова фармим, терпим и радуемся еще одному входу. Кстати, интересно, как все это выглядит без шейдеров. Боже, помилуй.
Ладно, ошибки тоже случаются. Думаю, такими вещами лучше не интересоваться. Из-за этой страшилки я чуть не забыл построить мини-ферму кактусов. Зеленый краситель мне понадобится для оформления новогоднего интерьера. Сразу грузим этот чанг, чтобы он работал на фоне, и отправляемся в деревню. Вход в этот дом у меня будет в нейтральном естественном тоне, а рядом прокинется простой мост из ели. На той стороне я хотел построить 2 домика, но потом подумал, что слишком много домов получается, и поэтому тут у меня будет жить какой-нибудь старый шахтер. Такой вот у него получился эпичный вход в дом и невыкопанная пещера. Добавлю ему всяких вайбов, камней пораскидываю на дороге. И знаете, он же у нас на отшибе живет. А это что значит? Правильно, ему тут должны поднасрать птички. Этим же вечером я встретил будущего потенциального жильца. Молодой человек выглядит респектабельно и вайбово, а звать его будут Боба. Боба, кстати, не умеет перешагивать через рельсы. Да, и как раз когда я сломаю эту рельсу, он, конечно же, ее подберет. Ну ладно, ведем его домой, он будет жить со мной, пока я его не вылечу. Возвращаемся к дому напротив и оформляем вход, не забывая прокладывать дорогу. Когда же село солнце, я пошел домой спать. Но Боба так не думал, и мне пришлось его временную комнату передвигать. А тут я уже начал какой-то хуйней маяться. Я увидел какой-то механизм на ютубе, который сам двери закрывает, и решил его повторить. Хотя до этого мне жилось вполне комфортно. Ну, теперь у меня есть типа автоматическая дверь. Дальше я начал строить вход в другой дом и понял, что что-то мне не хватает. Хоть я и стараюсь разнообразить дома разными досками и бревнами, но как будто выбор материалов все равно маловат. И знаете, я уже тоже немного подустал от строительства, поэтому мастерю незамысловатый механизм, который поможет мне вернуться домой из любой точки мира. Да, когда я лягу в кровать и пересплю ночь, эта имба меня телепортирует. Я без понятия, как эта хуйня работает, но я ей поверю. Она же меня точно не подведет. Поэтому побежали собирать все виды деревьев. Первым моим срубленным деревом будет акация. Давайте я заодно буду составлять свой тир-лист деревьев. Акация, по моему мнению, очень пестрое и нишевое дерево по цвету. Я его практически никогда не использовал. D-тир. Следующее на очереди мне попалось мангровое дерево. Сейчас я его вижу впервые, и оно не особо отличается от тропического как будто. Это ситир. Туда же и тропическое сунем заодно. Дальше я пробегал через болото мимо дуба. Как по мне, дуб это база всех деревьев. Он шикарен, но мне он уже приелся. А-тир. Дальше мне попалась береза. Я бы ее поставил в S-тир, правда она слишком броская и светлая, а я больше по темным приглушенным оттенкам. A-тир. Дальше у нас вишня. Приятный цвет досок и насыщенное бревно. Но опять же, слишком нишевая тема как будто. B-тир. Следующий на подходе темный дуб. Полнейшая имба, без комментариев, S-тир. И пока мы с вами беззаботно оценивали деревья, я не заметил, как у меня под носом начался пожар. И меня охватил ужас. И я не мог пошевелиться, пока лес горел перед моими глазами. Но потом я вспомнил его. Можете назвать меня Моди. И я надеюсь, это тот самый летсплей, который вы искали. Надеюсь, что вы, как и я, если вдруг что-то хотели давно поменять, возьмете и поменяете это. Как по мне, это самое сложное. Моди, спасибо. Ты мне напомнил, на что я способен. Я просто забью хуй на этот пожар. А чё вы думали, я буду прыгать и тушить его? На хардкоре? Да я сгорю в нем быстрее, чем потушу. Погнали дальше, едкий. Так, значит, цель моего путешествия почти достигнута. Я добыл все ростки, кроме бледного. А значит, наша задача найти новый биом. Но пока я нашел только кораллы. Выкапываем их и двигаемся дальше. Мой путь лежал через пустыни, бесплодные земли и болота, пока я не пришел в эту наикрасивейшую локацию. Я быстро пересек этот цветочный лес с озером и отправился дальше. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный пойдет на гору искать своих братанов-козлов. О, Борис, давно не виделись, мужик. Как ты тут поживаешь-то? Борис? Буря, блять, я ж за рогами твоими пришел. Что ты меня бодаешь сразу, падла? Ну ладно, ребята, нам здесь не рады. Давайте спускаться. И ну и на следующую ночь я добрался до биома Бледный сад. И вот вы думаете, ночь, страшные монстры уже кишат в этом лесу. Куда ни брось взгляд, тишина и пустота. Они заполняют твои мысли.
Вокруг слишком тихо. Ага, блять, много хотите. У меня биом на 3,5 чанка сгенерировался нахуй. Так что не обессудьте, но хоррор-саспенсов сегодня можете не ждать. Я немного расстроился от того, что не встречусь с новым мобом. Но все же добыл заветные саженцы дерева. Все, теперь можно ложиться спать и отправляться домой. Ставим кровать и засыпаем сладким сном. Спокойной ночи. Твою мать. Какого хуя она меня не телепортировала? Мне что, сейчас бежать 1000 блоков домой? Ой, блядь. Ладно, отправляемся в путь. Это была длинная ночь. Сладких снов. Сейчас, видите ли, оно сработало. А когда надо, хуй там. Да. Ну ладно, так даже лучше. Не надо бежать 1000 блоков. Дома раскидываем шмотки по сундукам и, наконец, достраиваем крышу у дома, попутно расставляя фонари вдоль тропинки и прочую растительность. Также мне показалось интересным сделать арки из листвы над дорожкой, потому что деревья стоят довольно близко друг к другу, и они как будто переплелись между собой. Еще я зафигачил небольшой прудик с водопадом, и думаю, это место готово. Дома, забирая материал для строительства, я вспомнил, что хочу поздравить своего первого подписчика на ютубе и бусти. Дэнк и Точа. Вы у меня первые. Мы с Бобой передаем вам пламенный привет. Боба, блять, не порть момент, падла. Вообще, ребята, кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях что-то по типу «Я фанат Бобы», чтоб я понимал, кто, так скажем, трушный зритель, а кто позер полнейший. Договорились? Ладно, отправляемся дальше. И здесь нас ждет еще один вход, который на этот раз будет из гранита, ведь домик находится рядом с ущельем. Строим его, оформляем стены мхом, добавляем растительности, светильников вдоль тропы. Ну и вход готов. А теперь показываю небольшой лайфхак. Как правильно строить тропинки. Вместо того, чтобы делать их прямыми и скучными, для начала просто побегайте вперед-назад. Выясните то, как двигаетесь по этой дороге. Наверняка вы видели такую картину. Видите, как путь протоптан там, где его нет. Вот такую хуйню как раз надо избегать. Поэтому после того, как вы побегаете, очертите силуэт дороги и заполните его. И вот такая приятная тропинка получается. А главное, что она выглядит живой. По такому же принципу оформляем подъемы и спуски. Расставляем везде свет. Кто там на фоне кряхтит, я не пойму. Ко мне разбойник пришел. Кстати, вроде есть ачивка, где ему нужно сломать арбалет. Давайте ее заодно выполним. Блять, он умер от шипов. Ну и этой же ночью на меня до кучи напали фантомы. Я быстро от них отбился и в припрыжку побежал к своей кровати. Я жестко банихопил по пути и немного перестарался. Что ж, ёбнулся с кровати. Но мне это не помешало уснуть. Дальше, наверное, вас избавлю от последней парочки домиков и покажу уже готовую деревню. Итак, напротив выхода у меня расположилось огромное дерево со свисающими ветвями. Дальше, идя по главной улице, слева у меня таверна, а напротив нее жилой дом. Если спускаться южнее, то вы увидите две норы в холме. Это тоже жилые дома. Пройдя по угловому мосту, с которого открываются наикрасивейшие виды, вы выйдете на еще один домик. В нем, наверное, будет какой-нибудь тематический магазинчик. Немного дальше еще парочка жилых домов, и пройдя через мост, вход в будущую пещеру. Если вы развернетесь и подниметесь вверх, то вы вернетесь на главную улицу, с которой вы сможете пройти по тропе с деревьями в виде арки. Но если идти дальше по главной улице, вы встретите выход на таверны слева и жилое помещение справа. Наверху расположился небольшой фонтанчик между парочкой домиков. Но если совсем выше подняться, то можно оказаться наверху горы. И теперь самое интересное. Дома снизу будут смотреть на будущий каток, который расположится прямо на всей этой огромной территории, которую я выкупаю. И так как мне этого мало, я хочу соединить его вон с тем холмом. И да, это будет каток на мосте. Ну и соединяться все это будет конфетной дорогой. Ну и раз уж мы с вами приближаемся к логическому завершению, то предлагаю заменить музыку на соответствующую настроению. Ну и визуальный ряд не должен отставать. Пришла холодная осень, друзья. Следующее, чем мы с вами займемся, это выкапывание льда в промышленных масштабах, потому что мой каток будет не из обычного льда и не плотного, а синего. А как вы знаете, один синий лед — это 9 кусков плотного льда. Поэтому выкапываем нахер весь этот биом. Вернувшись домой, я решил заодно украсить свой щит по настроению и нанести на него знамя конфеты. Ну как вам? Как по мне, получилось прикольно.
Как раз ко мне снова пришли разбойники, и я точно получу эту ачивку. Вырубаем мужиков и оставляем челика с арбалетом. После недолгих танцев вокруг сосны, я наконец скинул его в удобную дыру, откуда он в меня не попадал. Казалось бы, что может мне помешать? Ну конечно, меня взорвут. Мой разбойник еле выжил на 1 хп, но ему этого мало, и он умудрился сам себя задамажить стрелой. Я уже в панике, не знаю, что делать. Спрыгнул к нему в яму, и все, вот она, ачивка практически выполнена. Но... Откуда тут, блять, крипер? На следующее утро я еще очень долго отходил от этого случая. Я выравнивал территорию для нашей будущей конфетной дороги. Но еще немного терраформировал холм, на который будет переброшен мост. И чтобы было удобнее переходить через мой каток, я наметил примерное место, где у меня будет переход. Вырубаем огромное количество леса и уже с готовой схематикой начинаем строительство моста. Но так как опять же это нахуй никому не интересно, давайте лучше считать, сколько раз у меня получится сделать клатч на кровать. Насчитали? Ну и короче достраиваем этот мост. После строительства у меня закончился лед, и логичным было бежать и снова его копать. И конечно в такие моменты ко мне должна подойти эта поганая сопля и взорвать меня. Нет, 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 нет. Из-за этого инцидента я решил скипнуть ночь, но еще я забыл, что загрузил свой телепортатор. И поэтому, когда я лег спать, на следующее утро я оказался дома. Ну, ребят, вы знали, на кого подписываетесь. Слегка тильтанув, я решил отвлечься и построить дюпер ниток, с помощью которого сделаю свечки. Вообще он перестал работать на версии, на которой я играю, но я просто вернул этот дюп, потому что правильную ферму ниток я банально не успею сделать. К ночи возвращаемся во льды и продолжаем их копать, не забывая снова подрываться от крипера. Пиздец. Как говорится, любишь строить постройки из синего льда? Люби и копать 109 166 штук льда. Нет, серьезно, у меня реально столько выкопано. Это 1706 стаков. Или 31 двойной сундук. Как будто бы серьезное число, нет? Строим небольшой ледник посередине моего катка и делаем переход. Сейчас внимание, обязательно вешаем опознавательные знаки, куда ведет все это дело. Направо и не направо, потому что настоящие мужики налево не ходят. Еще немного подровняв территорию, добыв льда, сломав кирку и устроив ебейшую схватку с анимешками в аду, у нас с вами наконец вырисовывается картина новогоднего настроения. Вейбиковый мостик, каток, ледник, удобный переход через все это дело, а посередине станет грандиозная елка. Ну а пока развлекаемся с разбойником в 3-й раз ради ачивки. И да, оно того стоило. Дальше я построил деревья вокруг катка, перенес свои шмотки и начал строить снежный шар, в котором у меня будут жить снеговики. Помимо этого мне понадобились рамки, и я на скорую руку сделал ферму кожи на коровах. На следующее же утро приступаем к оформлению конфетной дороги. Она будет у меня из кварца и цветной терракоты. На эти леденцы я подвешу фонарики, а дорогу будут разделять елочки. Вот такая вот прелесть у нас получается. И так как мы уже с вами выходим на финальный рубеж, время для перехода в настоящую зиму. О, нихуя себе, вы это видели? Фу, и похолодало так резко. Короче, давайте не будем на улице торчать. Пойдемте вовнутрь, будем там наводить порядок. Но внутри нас ждет... Нихуя нас тут не ждет. Поэтому начинаем потихоньку оформлять дом. Я возвожу стены и делаю небольшое углубление в полу. Это будет мини-спуск в другую зону дома. После чего добиваем стены с потолком. Ставим большую елку прямо перед входом и приступаем к постройке камина. Дальше забацаем небольшие полки. Под елку обязательно суем свечки. Стелим ковер в красно-зеленой палитре. После я приступил делать обеденную зону. Это будет огромная скамья, за которой будут кушать гости. Ну а с потолков будут свисать люстры со свечами. Добавляем вайбиков в виде флагов, картин, горшков с растениями, подарков под елку, игрушек и, конечно же, гирлянд. И первая комната у нас готова. Спускаясь ниже, у меня будет типа танцпол. Небольшие скамейки тут поставлю, тоже ковриков наебашу. И дальше небольшой коридор, который ведет в зону для тех, кто любит поболтать. А фон разбавят картины, книжечки и, конечно же, символ Рождества – астролист с игрушками. Ну и последней комнаткой у меня будет зона отдыха, где, так скажем, пьяненькие лица могут упасть в кровать и в домашней атмосфере улечься спать. Давайте просто на минуту представим, что вы типичный житель деревни, и вы захотели посетить мою таверну. При входе вас встречает красивая елочка, скрежет камина
Игрушки почти такие же, как в детстве. Вы смотрите направо, а за столом уже все собрались. Приятно проведя время, вы спускаетесь к уже танцующим друзьям, пока кто-то на фоне разговаривает о жизни. Ну а после бурной ночи можно лечь спать. Ставь лайк, если нахрюкался бы в стельку в таком месте. Посмотрим, сколько нас. Ну и плавно переходя к заключению, я начал строить елку. Я вывешивал игрушки в виде терракоты и вырезанные тыквы, а снизу порасставлял подарки, которыми у меня являются ранее собранные кораллы. Знаете, я вам даже немного завидую. Раньше я тоже был зрителем и смотрел летсплеи. Очень интересно было наблюдать за тем, как у разных авторов развиваются свои миры. Отчасти они и повлияли на меня, и то, как это видео в итоге выглядит. А сейчас я, получается, всего лишь воспроизвел все накопленное. Честно, я не знаю, удалось ли мне поднять вам хоть чуточку настроения или привнести новогоднюю атмосферу в дом. Но мне ясно одно, не стоит грустить о том, что лучшее время прошло. Надо всего лишь помнить и быть благодарным за то, что оно с вами случилось. С наступающим Новым Годом вас! И всем привет, дорогие друзья, с вами Алошка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Майнкрафт версии 1. Здорово, всем привет. Можете назвать меня Моди. И я надеюсь, это тот самый летсплей, которого вы искали. Всем привет, это Малый Зарпей. Всем привет, с вами Просто и Парниш, и мы продолжаем наши... Простой рецепт. А вы отвлекитесь, молодой человек. Там у Шевчука сегодня Майнкрафтик на канале. Посмотрите, это вас подбодрит. На это клоун взрывается слезами. Но, доктор, я и есть... Вот такой вот получился эпизод, ребята. Не знаю почему, но этот отрывок ощущается как утро после новогодней ночи. Ладно, давайте с вами прокатимся на катке, и я заодно вам все покажу. Вот мой снежный шар и ледник. Такой вот мостик. И конфетная дорога. С видом на елочку и стоящие снизу подарки. Кстати, особо внимательные в конце второго эпизода могли заметить эндермена, который застрял в моей ферме тростника. Сейчас я его собираюсь освободить. Но для начала сделаю бирку и назову его Жерар. Как будто у него такие вайбы, знаете, забугорные. И заодно назову своего пса. Нарекаю тебя Федор. Федор есть в чате? Но когда я прибежал к Жерару и назвал его, ему это, видимо, не понравилось, и он обозлился на меня. Он еще долго меня преследовал до тех пор, пока я его не посадил в лодку. Всю зиму тут нахуй у меня просидишь. Понял? Ну и завершаем серию доской моих подписчиков Бусти. Ребят, спасибо, кто подписался и поддержал. Это действительно важно для меня. Ваша поддержка позволяет мне оставаться с вами. Ну а если вам понравилось это видео, вы сами знаете, что нужно сделать. Спасибо за ваш просмотр. Я не нашел в этом райском уголке никаких недостатков и должен признаться, друзья мои, что покидать его буду в глубокой меланхолии. А еще на пляже я видел тёлку. У нее были потрясные сиськи. За сим прощаюсь, ваш верный друг Кеннет.